Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые подписчики и гости моего канала. Бабушка Сонбо рада вас приветствовать в этом волшебном мире добрых сказок и удивительных историй. Присаживайтесь, расслабьтесь, а я прочитаю вам 5-ю, заключительную главу. Волшебная карусель павлина. Из тумана, словно эхо, до нее донесся властный голос. «Ты хочешь этого?» — услышала Агата. Таинственный голос повторил. «Ты действительно этого желаешь?» «Да!» — крикнула она в пустоту. «Я очень хочу этого!» Услышав собственный голос в ответ «Хочу этого!», она открыла глаза, и в ту же секунду тот же голос произнес «Нарикай!». Агата встряхнула головой, чтобы окончательно прийти в себя, и осмотрелась. Вокруг была тишина, ни одной души. Она лежала на земле, скорее на мелких камнях, в какой-то темнице. Поднявшись на ноги, она увидела перед собой огромную каменную дверь. Подумав, что, возможно, попала в заточение, она испугалась. По обе стороны двери на стенах висели факелы. Все выглядело так, будто она оказалась в каменной клетке. Она сделала несколько шагов вперед и снова услышала голос. «Чего ты хочешь?» Агата вспомнила записку и, собравшись, крикнула: «Я хочу попасть на мост желаний!» «Нарикай!» — отозвалось эхом. Со страшным скрипом каменные двери распахнулись. Перед ней открылся огромный зал с колоннами до потолка. В подсвечниках горели свечи. Пол был затянут туманом по колено. Самого пола не было видно. Впереди на возвышении стоял трон, а на нем сидел худощавый, очень красивый мужчина в белой рубашке и брюках. Позади трона висела картина с изображением павлина с распущенным хвостом. Каменные стены были украшены резными рисунками. Слева еще одни огромные двери, уходящие под самый потолок. По обе стороны от них стояли великаны-стражи в доспехах, с копьями наперевес. Они были каменные. Они выглядели так угрожающе, что один их взгляд мог заставить содрогнуться. Казалось, они могут раздавить любого, кто приблизится. «Итак, ты хочешь попасть на мост желаний?» — спросил мужчина на троне. Агата узнала голос. Это был король. «Да, Ваше Величество!» — склонив голову, ответила она. «Хорошо, но у меня есть условие. Ты должна ответить на 3 вопроса. Согласна?» «Да, Ваше Величество», — сказала девочка. «Вот тебе первый вопрос. Что самое дорогое? Золото, деньги или алмазы?» Агата знала, если ответит неправильно, ее отправят на корм птицам. И тогда ей не нужны будут ни золото, ни алмазы, ни деньги. «Ваше Величество, самое дорогое
это жизнь. У нее в груди что-то кольнуло, как будто из сердца вынули занозу. Ответь на второй вопрос. Что страшнее, если тебя разорвет лев, проглотит крокодил, или ты упадешь со скалы? Агата вспомнила, как мама умоляла ее остаться, а она ушла, оттолкнув ее. Ни лев, ни крокодил, ни скала не пугали так, как собственное равнодушие. Ваше Величество, самое страшное – это предательство, ответила она. В этот момент ее словно облили кипятком, а следом леденящий холод. Ей стало невыносимо стыдно за то, как она поступила со своей мамой. Итак, задам тебе третий вопрос. Все так же спокойно произнес король. Что самое родное? Друзья, любимые вещи или дом? Агата не колебалась. Ваше Величество, у меня больная мама. Она может умереть в любой момент. Я могу ее больше никогда не увидеть. Самое родное – это моя мама. Без нее я не смогу жить. Без нее все теряет смысл. В следующую секунду огромные двери заскрипели. «Агата!» – позвал ее король. «Ты смелая девочка, и за это я дарю тебе монету. Иди, сразу за дверями начинается мост желаний, но ты не увидишь его, он невидим. Если ты ответила правильно, ты вернешься в свой мир, к своей маме. Тебя будет ждать моя карусель. Но если ты ошиблась, ты упадешь с моста и исчезнешь навсегда». Король встал и громко произнес: «Нарекай!» Стражники отодвинули копья. Агата пошла вперед. Как только она вошла в открывшиеся двери, все вдруг исчезло. Остался только туман. Впереди она увидела ту самую карусель. Она все еще крутилась и звала. Девочка пошла к ней. Из-за тумана дороги не было видно. Но Агата не думала о себе, не думала об опасности. Она хотела как можно быстрее дойти до качели. Несмотря ни на что, она дошла, поднялась и села на то самое место, на котором был изображен хвост павлина. Туман стал подниматься все выше и выше, пока не окутал ее полностью. Карусель закрутилась сильнее. Агата, переполненная радостью, закрыла глаза. Услышав голос кричащего павлина, девочка открыла глаза. Она по-прежнему стояла на поляне, в парке, и кормила своего пернатого друга. Послышались шаги, кто-то приближался. «Ты так долго дружишь с ним?» – услышала она голос мамы. Агата обрадовалась, повернулась и с улыбкой обняла ее. «Наверное, он твой самый верный друг», – добавила мама. «Да, мам, он мой самый верный пернатый друг. Но ты...» – она еще крепче прижалась к матери. «Ты самый родной и самый дорогой мой друг. Доченька, может, пойдем домой? Я тебя с утра жду». Эти слова Агата уже слышала, но на этот раз
она ответила иначе, посмотрела маме в глаза и тихо сказала: «Конечно, пойдем, но прежде я хочу попросить у тебя прощения за свое поведение. Не знаю, что со мной было. Настроение менялось каждую минуту. Мам, ты простишь меня?» «Мать всегда прощает, если ребенок искренне просит», — ответила Ева и нежно чмокнула дочку в лоб. Вдруг павлин громко закричал, громче, чем обычно. Агата повернулась к нему. «Наверное, не наелся», — сказала она, доставая пакетик с кормом. Она отпустила мамину руку, подошла ближе и высыпала остатки. Но павлин не стал есть. Сосредоточенно разгребая траву лапками, он снова крикнул, словно звал. Агата подошла еще ближе, и тут она увидела, как под его лапкой что-то блеснуло. Она нагнулась, подняла и взяла в руки круглый предмет. «Мам, смотри, это он нашел!» Женщина подошла, взяла монету, потерла и сказала: «Это старинная монета в прекрасном состоянии. Надо узнать, может, кто-то потерял?» «Видимо, это та самая монета, о которой говорил король», — подумала Агата и с улыбкой прошептала в мыслях: «Спасибо, Ваше Величество!» В ответ, как будто в знак понимания, павлин закричал и важно зашагал вглубь парка. «Мам, положи ее в карман. Пойдем домой. Я ужасно хочу есть». Они взялись за руки и пошли. Когда Ева открыла квартиру, Агата первым делом почувствовала запах вкусной еды. На столе все было накрыто, а сбоку лежала коробочка с красной ленточкой. Это был новый мобильный телефон. «Мамочка, ты самая лучшая на свете!» С улыбкой Агата обняла и поцеловала ее в щечку. Позже они отнесли монету оценщику. Тот сказал: «Это очень редкая старинная монета. В каталоге таких всего несколько. На аукционе за нее можно получить огромные деньги». После того, как документы были оформлены, они выставили монету на аукцион. Ее купил богатый коллекционер из Америки. После уплаты налогов у них осталась приличная сумма. Уже через месяц маме сделали жизненно важную операцию, и она быстро пошла на поправку. Агата была безмерно счастлива. Когда Ева полностью выздоровела, они переехали в собственный дом. Из-за переезда Агата пошла в новую школу. В этот город Марек с отцом переехали около года назад. Мальчишка был очень обижен на своего отца за то, что тот не разрешал ему участвовать в мотогонках. Парень не понимал, что отец просто боялся за его жизнь. Когда-то в молодости он потерял своего лучшего друга на соревнованиях по мотогонкам. В отместку сын связался с плохой компанией, стал пропускать уроки, драться, грубить учителям. И вот однажды Марек, бродя по парку после очередной ссоры с отцом, вышел на поляну, на которой гордо расхаживал павлин. У мальчика всегда были с собой орешки. Он стал угощать птицу. Так и подружился с павлином, часто навещал его. В один из дней, придя в парк, он увидел, что павлина уже кормит девочка.
Она почему-то сразу привлекла его внимание. Он постоял немного в стороне, улыбнулся и ушел. Позже, в один из пасмурных дней, Марек снова поссорился с отцом. Он пошел в парк и вдруг увидел огромную карусель, которую раньше никогда там не видел. Она крутилась и звала его. Он постоял немного и ушел. В один из воскресных дней у Марека с его отцом произошел очередной разговор. Отец спросил своего сына: «Почему ты так себя ведешь? Учительница постоянно жалуется на тебя». «Я не хочу учиться в этой школе. Не зацепило меня тут», — заявил Марек. «Ну хорошо, я переведу тебя в другую. Может, там тебя зацепит?» «Делай, как знаешь», — равнодушно произнес мальчишка. Марек поел, собрался и пошел навстречу к своим друзьям. Он решил идти через парк, так было короче. «Заодно и Павлика покормлю», — подумал он. Когда он подошел к поляне, то увидел волшебную карусель. Немного в стороне от нее ту самую девочку. Она ссорилась с матерью, оттолкнула ее и пошла к карусели. В тот самый момент ее мама упала прямо на землю. Марек подбежал. «Женщина, вам плохо? Я вызову скорую!» Он достал телефон и набрал номер. Эпилог. И вот однажды учительница представила нового ученика. Она объявила: «Дети, познакомьтесь, это наш новый ученик, Марек». Агата подняла голову. Увидев его, она не поверила своим глазам. Это был тот самый светловолосый мальчишка из пещеры. «Марек», — сказала учительница, — «выбери себе любое место. Вон там сзади есть свободное». Мальчишка подошел к Агате и спросил: «Можно сесть?» «Садись», — смущенно кивнула она. Он сел рядом, повернулся к ней и сказал: «Так вот кто кормит моего Павлика». «Я не знаю никакого Павлика», — удивленно пробормотала она. «Павлина из парка. Я часто тебя там видел». «А, Павлина, это мой пернатый друг. Мы давно с ним знакомы», — сказала Агата. «Теперь и я с ним знаком». Они посмотрели друг на друга и оба улыбнулись. С тех пор они вдвоем ходили гулять в свой любимый парк и кормили теперь уже общего друга Павлина. Уходя, Агата всегда кланялась ему с почтением и говорила: «Спасибо, Ваше Величество». И даже когда Агата выросла и стала прекрасной девушкой, она никогда не забывала приходить к Павлину, к своему волшебному другу, который однажды помог ей понять главное. Конец истории. Мои дорогие друзья, если эта история отозвалась в вашем сердце, поставьте лайк, подпишитесь и приходите еще. Я всегда рада вам.